Это произошло в одном из уютных уголков Подмосковья. Елена готовилась к одному из самых важных дней в своей жизни – свадьбе, которая должна была состояться буквально через пару дней. Жених, Виктор, находился на последнем ночном дежурстве перед отпуском, а Елена осталась одна в их загородном доме. Она всегда боялась ночевать в одиночестве, особенно в большом доме, где, казалось, каждый шорох эхом отзывался в тишине. Этот страх родом из детства никогда ее не покидал. В ту ночь, когда дождь шел стеной, а порывы ветра сотрясали стены дома, Елена никак не могла заснуть. Она ворочалась в постели, прислушиваясь к шумам за окном. И вдруг услышала легкий скрежет, доносившийся от входной двери. Звуки напугали ее, но любопытство взяло верх. Она, дрожа от страха, спустилась вниз и осторожно приоткрыла дверь. На крыльце сидела мокрая, дрожащая от холода собака. Она выглядела настолько жалкой и несчастной, что у Елены жалось сердце. Бедное животное сидело, поджав хвост, словно надеялась, что ей помогут. Глядя на дворняжку, Елена почувствовала, как глаза наполняются слезами. Она не могла оставить животное в такую погоду. Елена впустила собаку в дом, аккуратно застелив коврик в коридоре старым полотенцем. Она налила собаке воды, положила кусочки мяса в блюдце и, наблюдая, как та ест, почувствовала облегчение. Собака, уставшая и напуганная, тут же легла и задремала. Елена решила оставить ее на ночь, а сама, выпив снотворное, отправилась в спальню. Утром Елену разбудили громкие крики. Она вскочила с кровати, накинула халат и побежала вниз, чтобы понять, что случилось. На пороге комнаты она застала страшную картину. Виктор держал собаку за шкирку и громко ругался, пытаясь вышвырнуть ее из дома. В углу комнаты, прямо на белоснежном свадебном платье, лежали несколько крошечных, только что родившихся щенков. Платье, которое Елена так долго выбирала, было испачкано и разорвано когтями. Виктор, бледный от ярости, кричал на Елену, называя ее глупой и безответственной. «Ты понимаешь, что теперь делать? Это платье испорчено», — выкрикивал он. «И кто вообще впустил эту блохастую в дом?» Елена стояла, словно громом пораженная. Но ее шок вызвал не столько испорченный наряд, сколько жестокое поведение жениха. Виктор, продолжая ругаться, схватил одного из щенков и выбросил его за дверь. «Остановись!» — закричала Елена, закрывая входную дверь и поднимая плачущего щенка с пола. «Как ты можешь быть таким жестоким?» Елена поняла, что ее отношение к Виктору изменилось навсегда. Она молча вернула всех щенков на их место, а потом подхватила дрожащую собаку и положила ее на то самое платье, которое уже нельзя было спасти. «Свадьбы не будет», — твердо произнесла она, глядя в глаза Виктору. «Ты мне не пара». Виктор с грохотом хлопнул дверью и ушел, оставив Елену одну. С того дня жизнь девушки изменилась. Она назвала собаку Найдой и решила оставить ее у себя, пока малыши не подрастут. Елена заботилась о них, кормила, выхаживала, а затем нашла каждому из щенков добрые руки. Найда осталась жить с Еленой, став ее верным другом. Прошло время, но Елена ни разу не пожалела о своем решении. Она уверена, что когда-нибудь встретит человека с добрым сердцем, который никогда не причинит боли тем, кто слабее. А пока ее дни наполнены любовью и заботой о Найде, которая, казалось, благодарила свою спасительницу каждый день за подаренное тепло.